Потенциал отношений. Всем добрый день, меня зовут Балашова Татьяна, и сегодня я хотела бы вам предложить пример одного из раскладов по системе синхровидения. Это был запрос от реального клиента, и вот моя трактовка. Потенциал отношений. Данные отношения не случайны, а можно сказать, что по судьбе. Бывает так, что люди встречались в прошлой жизни, и может возникнуть чувство, что уже знаешь этого человека, что ваши души знакомы. Хотя в вашем случае это скорее может быть просто на уровне подсознания. Центром отношений является пересмотр существующих установок о жизни, своих планов, мечтаний, идеалов и устремлений. Это не всегда может естественно даваться, однако необходимо для развития обоих партнеров. В таких отношениях может возникать полуосознанное желание или потребность побыть одному и как бы переварить происходящее, отстраниться от людей на какое-то время, чтобы позволить себе самому, без влияния других, понять, что нужно оставить и что поменять, где я есть настоящий и где желаемый, что поменялось в восприятии и что осталось как раньше. Здесь может помочь необходимый уровень духовности, осознанности и доверия как себе, своим идеалам, мечтам, стремлениям, так и доверия своему комьюнити, окружению, с которым вы связаны. При этом нужно еще это сделать так, чтобы партнерам это все-таки не воспринималось как избегание общения, а лишь необходимое уединение. Сама пара также может быть несколько изолирована от других, более автономна. Хорошо помолчать вместе и спокойно по-дружески обсудить что-то в духовной беседе, например, свои устремления, планы, мечты. Это очень важная основа таких отношений. Вполне вероятно, что будет некое сопротивление, однако со временем и с усилиями это может вывести на новый виток восприятия и осмысления жизни. В партнерском и сексуальном плане такие отношения будут выводить из привычной рутины, что с одной стороны дает новую, свежую, долгожданную струю свободы, а с другой стороны может дисбалансировать и потребовать большего количества внутренних ресурсов на адаптацию. Отношения в данной паре являются неким танцем. И даже сами танцы, особенно партнерские социальные танцы, могут стать новым источником энергии и ресурсов. И также могут помочь найти и друзей, коллег, близкий круг социального общения, который будет отдушный и принесет некую гармонию и важный элемент общения. Однако все же вероятно, что в отношениях может периодически возникать чувство внутренней истерики. И это нужно просто принять. Она может быть связана с общим эмоциональным фоном или с личными трансформациями, с финансами партнера, ее или его родственниками, а также с сексуальной стороной жизни. Отсюда у каждого из партнеров, возможно, будут сомнения, а туда ли я вообще иду, помогают ли мне эти отношения раскрывать мой внутренний потенциал и сущность, найти верный духовный путь и дело, которому я служу, принципы жизни, которые для меня важны. Такие мысли и ощущения также могут быть на подсознании. Ответ здесь скорее «да», чем «нет». Просто некоторые вещи могут требовать большей внутренней работы. Причина кроется в нехватке определенных навыков, необходимых в партнерстве в целом и именно в этих отношениях, может быть, которые не были освоены раньше или не требовались в предыдущих отношениях. Это может проявляться как в быту, рутинных обязанностях, так и в влиянии работы своей партнера, коллег, и также вопросов режима дня, здоровья. Кроме того, если есть животные, домашние животные, то они тоже могут оказывать влияние. И даже такие бытовые вещи, как выбор одежды. Помочь может прежде всего стремление понять своего партнера, а не только себя, почувствовать его путь и его развитие. Ведь часто партнеры учатся чему-то друг у друга. Это также может быть просто признание того, что есть то, что я еще плохо умею, и надо это сейчас развивать. И именно в этих отношениях дается такая возможность. И тогда все это может помочь сгладить некоторые шероховатости в ваших отношениях. В целом, в результате цикл таких отношений вполне имеет шанс на успех, который будет отражаться через личные трансформации, более богатый опыт в сексуальной сфере, в интиме и в умении находить выход из кризисных ситуаций. Это может быть также отражено и в финансовой сфере. Партнерам, скорее всего, будет приятно и хорошо проводить время в совместных путешествиях, даже длительных, и их отношения могут помочь расширить сознание каждого, посмотреть на жизнь более философски, больше понимать людей и обогатить мировоззрение в целом. Это также будет способствовать успеху в профессиях, связанных с данными областями.
Бывает сложно сказать, насколько долго могут продлиться отношения и как счастливо они сложатся, ведь очень много факторов зависит от самих партнеров. Также можно порекомендовать астрологию, которая может показать некоторые вещи более точно. Из потенциала отношения все-таки видно, что обоим партнерам они необходимы как этап развития как личности. Желаю удачи и гармонии.